Ну и куда вы опять выперлись? Сидели бы себе в комнате. Где эту сучку носит? Ну, наконец-то. Ты? Почему так рано? У меня всего пару часов. Мне нужно успеть помыться и поспать. Я вообще-то только что набрала ванну. Да? Вот и отлично. Дурдом. Егор, положи это. Положи это. Дай мне. Твою мать. Ты? Доставка фруктов на дом. Экологически чистые. Надо удалить номер твоей машины из списка. Режим очистки включен. В каком отделении? Острых психозов. А как его приняли на работу с таким диагнозом?
В личном деле фальшивая справка, которую, как сам понимаешь, никто не проверял. Странно. Человек 5 лет назад выписывается из психиатрической клиники, устраивается на работу конвоиром в другую психушку, работает там, а потом вдруг ни с того ни с сего он расстреливает заключенного и стреляется сам. На рецидив психоза не похоже. Есть еще один нюанс. За несколько минут до случившегося ему звонили. Кто? Звонок был с неопознанного номера. Гена ему сейчас занимается. Твое здоровье. А ты почему не пьешь? Я не пью сок с дифенилом. С каким еще дифенилом? Дифенил – консервант, которым обрабатывают апельсины для сохранения товарного вида. Канцерогенен, токсичен для почек, вызывает аллергические реакции глаз и дыхательных путей. Вода, пожалуйста. Я должна убедиться, что вы приняли лекарство. Хорошего дня. Два года назад у Егора появилась странная привычка – щелкать выключателем. Мы буквально с ума сходили. В доме мигал свет, как на маяке. Пробовали запретить — истерика. Потом Саша придумал поставить внизу липовые выключатели, а настоящие перенести повыше, ну, чтобы Егор не доставал. Потом Саша пошел в ванную, а я поднялась наверх. Он сейчас опять щелкать начнет. Егор щелкает только этим выключателем? Не только. Сейчас он пойдет на кухню, пощелкает там блендером, потом выключателем в ванной в коридоре, потом пощелкает феном и вернется сюда достраивать вот это. А это он строит без инструкции? Без. Вы разрешаете ребенку включать электроприборы? Во-первых, они у нас всегда выключены, всегда. И во-вторых, вы попробуйте изменить эту его зомби-программу. И все-таки, кто включил фен в розетку? Егор не мог. Нина Николаевна тоже. У нее после инсульта руки парализованы, она говорить не может, не то что. Тина вообще пришла после смерти Саши. Выходит, я? Но я этого не делала. Похоже на несчастный случай. Кто-то забыл вытащить фен из розетки, кто-то из живущих в этом доме. Или кто-то из посторонних. В доме находился еще один человек.
Темноволосый мужчина, 30-35 лет, он всю ночь провел в спальне Новиковой. Как ты думаешь, что они там делали? Разгадывали кроссворды. Именно. В общебиологическом смысле. Нужно будет установить наблюдение за Новиковой. Товарищ полковник, Не сейчас. И узнать, кому была выгодна смерть самого Новикова. Удачи. Я поехал. Да, я хочу с вами поговорить. я вас слушаю. Почему вы ко мне так относитесь? Я что, плохо справляюсь со своими обязанностями? Нет. Может быть, я неправильно оформляю документацию? Или не соответствую служебному дресс-коду? Нет. Может быть, я что-то не так делала? Или чего-то не сделала? Чего вы от меня хотите? Уважительного отношения. Такого же, как ко всем остальным. Мне кажется, я этого заслуживаю. Безусловно. Очень на это рассчитываю. Товарищ полковник. Господин Новиков занимал должность председателя наблюдательного совета нашей компании и владел 8% акций, так называемый «золотой пакет». Нам сюда. Это кабинет Новикова. У нас у каждого компьютера свой пароль. Я вижу. Скажите, а что такое золотой пакет? У нашей компании есть два крупнейших акционера. Господа Бутман и Губский. У каждого из них примерно по 45% акций. Для принятия любого решения необходимо 50% плюс одна акция. То есть Новиков. Совершенно верно. Скажите, а у Новикова были конфликты с кем-нибудь из акционеров? Нет, не было. Дети-аутисты другие. У них очень слабые социальные связи. Они живут в своем мире и не любят, когда кто-то в него вторгается. Аутисты могут проявлять агрессию? Но только если кто-то пытается нарушить их ритуалы. Или повторяющиеся действия. Такие, например, как щелканье выключателями у вашего мальчика. Откуда берутся ритуалы? Ребенок-аутист сам выбирает себе действие. Фиксирует его, делает повторяющимся и превращает в ритуал. Есть, например, дети-аутисты, которым необходимо что-то вертеть. Любой предмет или игрушку такой ребенок будет использовать как волчок. А можно проявить новый ритуал? Только доразвить. И то при условии, если ребенку понравится новое действие. Тогда он сделает его частью своего ритуала. Это тоже ритуал? Формально, да, но я так не думаю. Некоторые аутисты проявляют уникальные способности в воспроизведении мельчайших деталей. Эти дети потом становятся величайшими художниками, физиками, математиками. Вы знаете, говорят, что в компании Билла Гейтса до 20% сотрудников аутисты. А может быть, ему кто-то угрожал? Ну, мне об этом ничего не известно. Ну все, я закончил. Если вы вдруг что-то вспомните, обязательно позвоните мне. Да, конечно. Всего доброго. Всего доброго. Максим, вы езжайте в офис, я задержусь. Девушка, Да. скажите, а где здесь кабинет генерального директора? В конце коридора направо. А когда у него приемные дни? А вы же хотите со мной переспать? Ну, Понятно. Так вот,
Я сплю только с богатыми, успешными мужчинами. А судя по вашим часам, к этой категории вы явно не относитесь. Хорошего дня. Наше общество в корне неправильно относится к детям-аутистам, считая их чуть ли не даунами. А ведь психически они совершенно здоровы. Просто живут в своем мире, не впуская в него никого. Их душа надежно защищена от агрессии и безумия современной цивилизации. Может, это и к лучшему? Может быть. Всего доброго. Ну что там? Перевернули весь кабинет, рылись в компьютере. Собрание акционеров все равно состоится. Я получил письмо. Новикова должна все подписать до собрания. Она подпишет. Уверен? 100%. Я апельсины не заказывал. Яблоки? Польский пол зарплаты отдал. Я тебя слушаю. Что скажешь? Хорошая, качественная китайская подделка. Надеюсь, это не мне? Нет, не тебе. Поговорим о деле. Гена нашел в компьютере Новикова кое-что интересное. Оказывается, формальным владельцем 8% акций был не Новиков, а его жена. Что это значит? Новиков с целью уклонения от налогов переписал акции на свою жену. Но таким образом, чтобы она не имела права ими распоряжаться. Не имела? До сегодняшнего утра, да. Егор поужинал, Нелли Николаевна тоже. Хорошо, ты свободна. Сегодня 15-е. А, да. А сверхурочная? А с сегодняшнего дня сверхурочных не будет. Не нравится — увольняйся. Я не собираюсь увольняться. И вы заплатите мне сверхурочное. А еще поднимете зарплату на 30%. Что? Вы все слышали. Значит так. Собрала манатки и вон из моего дома. Я никуда не пойду. Так. Значит, я вызываю полицию. Хорошо, вызывайте. И я им с удовольствием расскажу о вашем любовнике. Ах ты ж сука. Теперь только от Новиковой зависит, останется ли нынешний генеральный директор в своем кресле. Интересно. Что-то еще? Это все? А мы не могли поговорить об этом завтра? По-моему, ты стал ходить ко мне в гости чаще, чем на работу.
Я ведь даже на другой берег перебрался. Тебе что, вечером пойти больше некуда? Скажи, что со мной не так? То есть? Да, я не Брэд Питт. Не олигарх, не кто-то там еще, но мужик же нормальный. А что случилось? Да нет, ничего. Мне пора. Сока хочешь? Нет, спасибо. Он же наверняка с этим твоим дефектилом. Дифенилом. Но им обрабатывают в основном апельсины. Спасибо. Ну что-то не хочется. Пока. А яблоки обрабатывают фунгицидом. Привет. Привет. Подпиши вот это. Отлично. Костя, Что? мне страшно. Потерпи немного. Скоро все уляжется. Ты ко мне сегодня приедешь? Нам сейчас лучше не встречаться, чтобы не вызывать лишних подозрений. Поцелуй меня. Доброе утро. Доброе. Скажите, а как называются эти таблетки? Все вопросы задавайте лечащему врачу. Хорошо. Хорошего дня. Что случилось? Да, быстро вы освоились в новом кабинете, господин Гуськов. Хотели задать вам несколько вопросов. Я вас слушаю. Отличные часы. Дорогие, наверное. Вы сюда о часах пришли поговорить? Нет. Посторонних я попрошу выйти. Константин Сергеевич, я зайду позже. Хорошо. Господин Гуськов, где вы были в ночь с 14 на 15? Дома у себя. Спал. А что? То есть вы уже считаете дом Новикова своим? Не понял? Ну, вы же провели ту ночь в спальне госпожи Новиковой. Допустим. И что? Наверное, душ принимали, фен включали. Ну, во-первых, это надо еще доказать. А во-вторых, допустим, именно я включал этот самый фен. Ну, не я же бросил его в воду, верно? В момент смерти Новика у меня в доме не было. Почему я должен отвечать за действия какого-то малолетнего придурка?
У вас ко мне все? Даша, зайдите ко мне, пожалуйста. Извините, дела. Кроме всего прочего, Новиков был застрахован на сумму в 200 тысяч долларов. Угадай, кто получит страховку? Прям идеальное преступление. Видимо, дело придется закрывать. Ребенок раньше фен в воду не бросал, а в то утро бросил. Почему? Это случайность или дополнение ритуала? Какого ритуала? У детей аутистов есть свои ритуалы. Любая попытка изменить их вызывает агрессию со стороны ребенка. Но ритуал можно дополнить. Как бы доразвить. Что значит доразвить? Возможно, кто-то научил Егора бросать фен. И как это узнать? Нужно понаблюдать за Егором. Если он продолжает бросать фен в ванную, значит, это дополненный ритуал. Дай мне. Костя, ты с ума сошел? Егора я покормила, Нинель Николаевну тоже. Они спят. Ты? Убирайся отсюда. Не поняла. Я сказала, убирайся отсюда. Ключи. Хорошо. Завтра утром я иду в полицию. Это ты о нем собираешься рассказать? Так уже все знают. Дорогуша моя, это я завтра пойду в полицию и напишу заявление о шантаже. Ключи. А как же Егор? Сдам в специнтернат и вы тетю туда же. Ключи. Не думала, что вы такое чудовище. Он же ваш сын. Это тебя не касается. Ключи быстрее. Мне вещи нужно забрать. Заберешь завтра у двери. Пошла вон. Я 3 года на вас. Без выходных. А вы... Вы... Я отдала ей ключи. Утром я пришла за вещами, дверь открыта. Я вошла в дом, а тут... Они ссорились между собой? Да нет, я бы сказала наоборот. А где вы были этой ночью? У себя дома. И кто это может подтвердить? Консьерж. Хорошо, спасибо.
Ее задушили кожаным ремнем. Если он найдется, я смогу описать убийцу. Что еще? Вокруг тела присутствовали запахи 4 человек. Гуськова, сиделки, мальчика и сестры Новиковой. Убийца кто-то из них. Мальчик и сестра Новикова отпадают. Остаются сиделка и Гуськов. Я могу приступить к экспертизе, товарищ полковник? Конечно, товарищ судмедэксперт высшей категории. Мы все очень нуждаемся в вашей высококвалифицированной экспертизе. Ты был прав, мальчика действительно приучили бросать фен. И, скорее всего, это сделал Новиков. Гуськов, очевидно, был ее сообщником. Они что-то не поделили, и он ее убил. А сиделка? У нее нет мотива, и есть алиби. Да-да. Господин Гуськов, где вы были этой ночью с 3 до 5? У знакомой? Фамилия знакомой? Светлова, наш секретарь. Даша, зайдите ко мне. Господин Гуськов, а разве вы не заезжали в 23:15 в дом Новиковых? Да, я заезжал. Я завез Иру Новикову и тут же уехал. А в чем, собственно говоря, дело? Да. Госпожа Светлова, где вы были сегодня ночью? У себя дома. Одна? С Константином Сергеевичем. А что, это противозаконно? Константин Сергеевич подозревается в убийстве Новиковой, совершенном сегодня ночью. Вы уверены, что не хотите изменить свои показания, пока я не начал их протоколировать? Извини, Костя. Нет, я была одна. Вы свободны. Гражданин Гуськов, вы обвиняетесь в совершении убийства. Встаньте, пожалуйста. Руки. А где ваш ремень, гражданин Гуськов? Это не я. Это не я. Я правда не убивал. Я честное слово не убивал. Это не я. На выход. Я проснулся. Увидел, что она мертва. Испугался, сел в машину и уехал. А ремень? А ремня в брюках не было. Скажите, это Новиков спланировал убийство своего мужа или вы? Я больше ничего не буду говорить без своего адвоката. А потом, заметая следы, убили свою сообщницу, так?
Зачем мне ее убивать, если я мог на ней жениться? Какой мотив? Например, состояние аффекта. Я требую адвоката. Уводи. Здравствуйте. Извините, что поздно, раньше не могла. Проходите. Это Егор? Да. Бедный мальчик. Так. А где у нас Новикова Нина Николаевна? Она отдыхает. Привезти? Нет, нет, не нужно. Паспорт дайте, пожалуйста, ее. Сейчас. Угу, спасибо. И что теперь с ними будет? Ну как что? Новикову оформим в социальный реабилитационный центр для престарелых, а Егора в интернат для умственно отсталых. Какой кошмар. Ну, что поделаешь. Родственников нет, государство позаботится о них. И что, ничего нельзя придумать? К сожалению, ничего. Послушайте, Нина Николаевна, хоть и недееспособна, но психически вполне адекватна. Откуда вы знаете? Я работаю в этой семье 3 года. Допустим, и что? Она является наследницей брата, ведь так? Да. Она могла бы нанять меня ухаживать за ней и за Егором на ту же зарплату, и никого никуда не надо будет отправлять. Ну, ребенку, конечно, дома лучше будет. А знаете что, давайте сделаем так. Вы пока оставайтесь здесь. Есть такая возможность? Да, конечно. А я все узнаю. И, может быть, мы что-то придумаем. Спасибо. Это матиола двурогая. Однолетнее морозостойкое растение. Очень познавательно. А ты не мог рассказать мне об этом утром, или тебе вечером поговорить не с кем? Запах матиолы был возле трупа Новиковой. И этот же запах исходил от сестры Новикова. Так. Я подумал, что сестру Новикова выводили прогуляться на улицу. И оттуда она принесла этот запах. Но матиола на веранде дома пахла по-другому. Я не мог понять, в чем дело. И в чем? Матиолу двурогую еще называют ночной фиалкой. Днем ее цветки закрыты, а ночью они распускаются. На сестре Новикова был запах именно распустившихся цветков. Ну как она могла открыть дверь и выйти ночью на улицу? Она же инвалид. Значит, не такой уж и инвалид. Вот, пожалуйста, заявление. Анкета заполните. Медицинская карта есть у вас? Да, конечно. Хорошо. Значит, мы вас оформим сначала как няню Егора, нанятую Новиковой по рекомендации нашего центра. А через 6 месяцев вы можете подавать документы на оформление опекунства над Егором. Спасибо. Егор, повезло тебе. Здравствуйте. Вот ордер на обыск. Приступайте.
какая интересная ваза. Революционный фарфор. Революционный? Настоящий Петров Водкин. В 20-е годы самые талантливые художники пытались компенсировать революционным энтузиазмом грубые нарушения технологии обжига. Посуда получалась оригинальной, но хрупкой. Ой! Вам придется проехать с нами. А что они ищут? Что происходит? Я не знаю. У нее повторный приступ. Вызывайте скорую. Быстрей! Алло? Нинель Николаевне стало хуже, она при смерти. Я подумала, что вы захотите попрощаться. Да, конечно. Сейчас подъеду. Егор, пойдем. Врачи говорят, несколько часов и... Хотите побыть наедине? Да. Она здесь. Я все знаю. Я все видела. Я видела, как ты вернулась ночью. Это ты научила Егора бросать фен. Зачем? Ты убила моего брата. А ты, оказывается, артистка. Парализованную изображала. Браво, браво. Зачем ты убила моего брата, если спала с ним? Если тебя это успокоит, я хотела убить не Сашу, а его припадочную жену. Саша все равно хотел с ней развестись. И жениться на мне. Я просто хотела помочь. Если вот эта дура залезла в ванну... Я 3 года на вас отпахала. Я имею право и на дом, и на все остальное. Тебе полегчало? Какая ты мразь. Да? Но об этом никто не узнает. Немного свежего воздуха тебе не повредит. Какая же ты мразь. Гражданка Зимина, вы обвиняетесь в убийстве Ирины Новиковой. Вы отлично справились со своей ролью.
Вам придется проехать с нами. Это Тина убила Иру. Но у меня нет доказательств. Тогда делайте то, что я вам скажу. Простите, что подвергли вас риску. Вы свободны, господин Гуськов. И в следующий раз не бросайте свои брюки, где попало. Костя. Кость. Костя! Когда ты инвалид, тебя считают пустым местом. Что-то вроде мебели. Это унижает и угнетает. Единственное, чего тебя хотят, это чтобы ты сдох. Но, будучи инвалидом, можно узнать много интересного об окружающих тебя людях. Так я узнала, что Ира изменяла моему брату. Я хотела рассказать ему об этом, но я поняла, кто убил Сашу. Я решила сама собрать все доказательства, оставаясь по-прежнему пустым местом для всех. Привет. У меня для тебя подарок. Это розыгрыш? А ты открой. Узнаешь. Настоящий. По-моему, самое время пойти куда-нибудь и перекусить. Товарищ полковник, телефон в сети. Какой телефон? Ну, этот, с которого звонили конвоиру психлечебницы. Гена, ты не ошибся, здесь никого нет. Вы приближаетесь к нему. Гена, здесь никого нет.
Вы стоите рядом с ним. Гена, здесь никого нет. Странно. Давайте я его наберу. Что с тобой? Ты в порядке? Я? Я в порядке. Они нашли телефон.